такой размер должен быть, или такой, или вот такой, или вообще маленький. Какая длительность видео должна быть на YouTube, чтобы ваши ролики попадали в тренды, чтобы их смотрели и набирали подписчиков. Привет, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим, какие по длительности видео нужно вам создавать. Если это видео окажется полезным, просьба подписаться на мой канал. Под видео красная кнопочка подписаться, чтобы не пропустить новых интересных серий. Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, замечания, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Я все комментарии читаю. Ну и не забудьте нажать на колокольчик. Итак, обо всем этом по порядку. Поехали. Ну, во-первых, это зависит от тематики. Например, у меня канал о соцсетях, и я создал ролик, как написать сообщение в Фейсбуке. Этот ролик у меня на 20 минут. И какой-то человек по запросу ищет, как написать сообщение в Фейсбуке. Ему Facebook выдает несколько роликов с этой темой. И моя тема 20 минут. А другой такой же самый ролик, как написать сообщение, 2 минуты. Угадайте, какой ролик будет смотреть? Естественно, будет смотреть ролик с 2 минуты, потому что невозможно писать сообщение в Фейсбуке 20 минут. Или наоборот, автор рассказывает о каком-то устройстве видеокамеры, какого-то генератора, какого-то мотора. И понятно, если он видео это сделает на 1,5-2 минуты, то, конечно, такие видео смотреть не будут. Потому что описание любого устройства, как оно работает, явно за 2 минуты описать невозможно. Во-вторых, длительность зависит от того, насколько вы раскрыли свою тему. Бывает такое, что ваша тематика предполагает среднюю продолжительность 5 минут, но ваша тема, например, в 5 минут никак не влаживается. То, конечно, можно отойти от стандарта и рассказать именно то, чтобы ваша тема была полностью раскрыта. Только, пожалуйста, без воды, как многие любят философствовать, рассказывать о себе 5 минут. Кто я, что я, как я чего-то достиг. Это никому не интересно. Особенно на начинающих каналах. Тема и только тема. Ничего кроме темы. Дальше много, особенно образовательных каналов, грешат нетелевизионным форматом. Что имеется в виду? Это запись различных уроков, вебинаров, мастер-классов, мероприятий. Это не есть телевизионный формат. Оно нормально воспринимается в живом формате. Но когда его перебрасываешь в телевизионный формат, оно никому не интересно. Его могут посмотреть только те, кто непосредственно был на этом живом мероприятии. Если вы снимаете что-то в YouTube, то это должен быть именно телевизионный формат. Но есть исключения. Вы можете из того, что вы сняли в живом формате, можете сделать нарезки каких-то интересных моментов, интересных вопросов. Вот это другое дело. Это может вполне быть нормально. Мероприятие 1,5 часа длится, а вы выбрали там 7-8 нарезочек интересных частей и выложили в определенной последовательности. Тогда это будет заходить. И такие видео будут смотреть. Дальше, не равняйтесь на каналы миллионники. У них, например, влог или блог может быть полчаса, час, 1,5 часа. И их видео будут смотреть. Потому что они могут диктовать свои правила игры, так как у них есть большая аудитория. И им не нужно заморачиваться на описании видео, на тегах. Они просто в названии могут поставить восклицательный знак. Видео может быть даже без любой картинки. И это видео будут смотреть. Или, например, он ест манную кашу. Он может 1,5 часа есть манную кашу. И его будут смотреть. Потому что у него есть его армия подписчиков. Вообще средний просмотр видео на YouTube примерно 1,5-2 минуты. Это так, чисто усредненно. Это в основном сколько человек просматривает в среднем видео. Вот примерно на этом надо и ориентироваться. Ну и психология просмотра. Вы сами понимаете, что сейчас время деньги. И большинство сейчас переходят в короткие форматы. Возьмите вот TikTok, да, набирает популярности, короткие видео. Потому что они короткие, людей не забирает много времени и их больше просматривают. И потому, если брать такой чисто усредненный вариант, насколько делать ваши видео, это примерно от 3 до 10 минут. Ну, опять же, в зависимости от специфики. Вы мне возразите, скажете: Виктор,
Но как же, мы смотрели, сколько советовали, что длинные ролики лучше продвигаются ютубом, что они лучше монетизируются, что они больше набирают часов просмотра, они ведь длинные. Да, конечно, смотрите, действительно, если ролик больше 8 минут, YouTube выгоднее его продвигать, так как если ролик больше 8 минут, там можно вставлять рекламные паузы. А чем больше рекламных пауз, тем, естественно, больше коммерческих просмотров. И на одном таком видео, если человек его полностью просмотрит, и там будет 6 рекламных пауз, то будет считаться как 6 коммерческих просмотров одного видео. Но если вы через каждую минуту понаставляете рекламных пауз, это не означает, что ваши видео будут смотреть с таким количеством рекламных пауз. Это раз. Второе, это удержание аудитории. У вас видео может быть 15 минут, а средний просмотр его может 1 минута быть, а то и меньше. Как бы просмотров много, а глубины нету. Естественно, это видео уже не будет попадать в тренды. А многие вообще говорят, что если у вас видео меньше 8 минут, то оно монетизироваться не будет. Нет, это неправда. Все видео монетизируются. Кроме шортсов, там шортсы немного по-другому. Кто не знает, что такое шортсы, это короткие видео до 1 минуты. Если видео больше 1 минуты, они все монетизируются. А наша задача, чтобы, особенно на начальном этапе, раскрутить наш канал. Если мы будем начинать с длинных видео наш канал, то его очень трудно будет раскрутить. Опять же, когда уже у вас будет армия подписчиков, вот тогда вы можете делать более длинные видео. И их, скорее всего, будут смотреть. Итак, какие можно выводы сделать? Как вы поняли с вышеперечисленного, что все индивидуально. И потому выводы делать вам. Есть усредненные показатели, а вы уже равняйтесь от них. Если у вас будут какие-то вопросы или дополнения по размерам видео, пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Если будет нужна помощь с каналом, по монетизации, по заполнению налоговой формы, подтверждение личности, в описании есть ссылка на мой Telegram личный, пишите, и там будем разбираться. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.